Приветствую вас на моем канале, с вами Миронова Виктория. В сегодняшнем выпуске вы увидите коррекцию ногтей с помощью акригеля. Итак, прошлая коррекция была сделана гелем, но так как моя клиентка сегодня попросила изменить форму на квадрат, но при этом почти не убирая длину, я решила использовать акригель. С помощью этого материала будет легко изменить форму, ведь он никуда не плывет и стоит на месте. Для начала убираю старый материал. Для этого использую массивную твердосплавную фрезу с черной маркировкой. Сразу скажу, что название ее не знаю, но в описании оставлю ссылку на сайт, где вы сможете подобрать подобный бор. Снимаю почти весь материал, так как считаю, что производитель не зря указывает срок годности материала после полимеризации. Для твердых материалов это 2 недели, после этого срока начинается распад ковалентных связей. Поэтому прошу своих дорогих клиенток приходить вовремя на коррекцию, чтобы избежать от лишней работы. Ведь чтобы убрать появившиеся отслойки, нужно немножко больше времени, чем обычно. Пилкой 240 грит спиливаю остатки материала, сглаживаю переход от искусственного материала к ногтевой пластине. Аккуратными движениями разрыхляю поверхность ногтя для лучшей сцепки натурального ногтя и искусственного материала. Пушером отодвигаю кутикулу. Алмазной фрезой с красной маркировкой вычищаю птерики и приподнимаю кутикулу. Работаю сначала на форварде, потом на реверсе, приблизительно на 15 тысячах оборотов. Когда на поверхности ногтевого ложа ничего не мешает, приступаю к нанесению вспомогательных жидкостей. Изначально наношу дегидратор, а потом бескислотный праймер. Даю праймеру подсохнуть на воздухе секунд 30. Теперь наношу базовое покрытие. Использую универсальную базу от Nail Apex. Наношу сразу на все 5 пальчиков и отправляю в лампу на секунд 30. Как уже говорила, сегодня коррекцию буду делать акригелем. Использовать в работе буду полимикс от Атика. Как вы уже видели в моих прошлых роликах, этот материал идет в пластиковых тюбиках. Но есть одно большое неудобство. Когда в конце материал уже не выдавливается, приходится разрезать тюбик и перекладывать акригель в другую банку. При этом в материале появляются мелкие пузырьки. Конечно, такой полимер нельзя уже использовать для френчей, но под гель-лак он отлично подойдет. Изначально может показаться, что я выложила много материала, но это мне нужно для того, чтобы изменить форму на арочный квадрат. Отправляю ручку в лампу на 2 минуты. Когда материал высох, вытираю липкость и приступаю к копилу. Вытираю липкость и приступаю к копилу. По просьбе клиентки укорачиваю еще немного свободный край. Использую для этого твердосплавную фрезу с черной маркировкой. Этой же фрезой опиливаю поверхность ногтя. Перевернув ручку, из-под смоделированного ногтя выпиливаю натуральный ноготь и лишний материал. Фрезой елка сглаживаю переход от искусственного материала к натуральному ногтю в зоне боковых валиков и кутикулы. Пилкой 180 грит опиливаю поверхность ногтя. Сглаживаю все неровности после опила фрезой. Придаю форму торцу и подпиливаю нижнюю параллель. Тонкой твердосплавной фрезой на форварде выпиливаю остатки натурального ногтя. Я всегда вычищаю натуральный ноготь, чтобы при срастании он не отслаивался от смоделированного ногтя и туда не забивалась грязь. Чтобы придать аккуратности торцу ногтя, использую фрезу юла.
Я уже обрезала кутикулу и могу приступать к покрытию ногтей гель-лаком. Все ногти будут покрыты ярким розовым гель-лаком. Клиентка выбрала Fox номер 5, а на больших будет интересный рисунок. Итак, на большом пальчике расположится много мелких элементов. Губы, помада, туфелька и надписи. Скажу честно, я очень сильно заморочилась с этим рисунком. За счет большого количества мелких элементов он забрал у меня минут 20 и очень разболелись глаза. Для рисунка использовала красный гель-лак и черную гель-краску. Когда уже подсушила последнюю деталь рисунка, перекрываю ногти топом с двух сторон. Вот такой яркий дизайн у меня получился. Если вам было полезно мое видео, ставьте лайк и не забывайте подписываться на мой канал. До встречи в новом видео.